Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео будем варить морилку из коры березы, посмотрим, какие результаты получатся. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Совсем недавно я варила морилку из шишек, видео посмотреть можно вот здесь, там получились совершенно неожиданные результаты, и мне понравились они. И в этот раз очередь дошла до коры березы. Здесь кора молодой березки и уже старенькой. Не переживайте, ни одна березка во время сбора коры не пострадала. Ну и давайте сейчас приступим к процессу. И перед началом процесса я обязательно осматриваю кору на наличие каких-то мелких насекомых, загрязнений. Вот эту кору с молодой березки я даже трогать не буду, потому как она чистая. А вот эту кору с более старой березки я обязательно буду промывать под проточной водой. Вообще изначально у меня было желание сделать два отвара морилок, то есть первую морилку из коры молодой березы и вторую из коры старой березы. Но я подумала и решила все-таки делать один отвар непосредственно, потому как здесь у меня такая сборная солянка, что если я буду эту всю кору делить на молодую и старую, то я не думаю, что будет равные отвары. Так что буду все варить вместе, все равно какой-то результат получится, это точно. Будем смотреть какой. Для удобства, чтобы кора вся утрамбовалась очень хорошо в кастрюлю, я ее порежу на более мелкие кусочки, чтобы она у меня из кастрюли не вылезала и вся была очень хорошо покрыта водичкой. Левка мне тут приходит помогать. Но все равно, даже вот я промывала эту кору, все равно такая грязь присутствует. Но ничего страшного в этом нет. Мы все равно потом этот раствор будем процеживать через марлю, как это мы делали с морилкой из шишек. Так что не боимся в этом плане. Вот все, что можно, я тут разрезаю. Этот кусок можно как-то сломать. В общем, измельчаем для более удобного использования ее. Итак, приблизительно я взяла коры березы 300 грамм и налила в кастрюльку уже 2,5 литра воды, чтобы кора березы полностью закрылась водичкой. Сейчас я дам настояться всему этому минут 20 и поставлю на огонь. Итак, поставила я отвар на огонь. Сейчас я все это дело доведу до кипения и включусь, расскажу, что дальше буду делать. Так, все это дело у меня уже активно закипает. Кора вся немного поднялась, но ничего страшного, так ложечкой ее можно опустить. Сейчас я все это дело закрываю крышкой, немного уменьшаю огонь, совсем чуть-чуть, чтобы он был небольшой. И начинаю это все варить в течение 1 часа, затем снова включаюсь, показываю, что дальше делаю. Так, ну что ж, у нас где-то часик все это поварилось. И сейчас я добавляю сюда соды. Получается у меня здесь 2,5 литра воды и где-то 2 столовые ложки соды я сюда добавляю. Выпарилось совсем немного, потому как я все это закрывала крышкой. Опять же, будьте осторожны, сода очень хорошо пенится. Ух, как здорово пенится. Да, тут нужно помешать. Как я уже убедилась из того видео про морилку из шишек, сода делает цвет более насыщенным, поэтому я все-таки в эту морилку также добавлю соды. Перемешаем все это дело. Я буду варить этот отвар где-то часа 3 при закрытой крышке, чтобы все это не выпарилось слишком сильно. Далее я выключу газ и оставлю на ночь охлаждаться, а уже утром будем с вами процеживать этот раствор и смотреть, какой оттенок получился. Итак, наступил следующий день, морилка остыла, я ее очень хорошо процедила через марлю. С 2,5 литров воды у меня получился литр морилки, хотя я варила ее на очень медленном огне, самом маленьком, и при закрытой крышке все равно выпарилась практически в 2 раза. Сейчас посмотрим, какой цвет получился, в какой цвет у нас трубочки окрасятся. Самая интересная часть нашего эксперимента. Я их слегка подержу, потому как цвет и так такой бледноватый. Хочется немного поярче. Так. Ну, вы видите, какой цвет получается. Очень похоже на то, как мы с вами окрашивали трубочки морилкой из шишек. Очень похожий цвет получается. Девочки в группе писали, что у них получался розоватый оттенок.
или даже зеленоватый, вот я не помню уже точно, но здесь получается такой светло-коричневый цвет, очень приятный. Посмотрим, какой цвет получится, как это все побледнеет после высыхания. Встречаемся уже в следующем кадре, когда трубочки наши высохнут. Ну что ж, друзья, трубочки наши высохли. Одну интересную особенность заметила, что высыхали они неравномерно, и оттого получился вот такой интересный меланж. То есть одна сторона у трубочек светлая, другая темная, и мне очень понравился цвет у трубочек, который от этой морилки получился, очень похож на цвет шляпки подберезовика. Я уже поместила трубочки вот на эту карту, по которой буду смотреть, выгорают ли цвета у трубочек от света. Здесь вот как раз я красила морилкой из коры березы один раз, подписала, а здесь я красила этой же морилкой 2 раза. Скажу, что меланж получился менее выраженным, цвет чуть более насыщенным, но не настолько сильно. Ну вот такой эксперимент получился. Я считаю, что морилка из коры березы полностью удалась. И цвет получился очень красивый на трубочках, и меланж тоже интересный. Если у вас есть возможность сварить такую морилку, обязательно попробуйте. Я очень надеюсь, что вам понравится. А кто варил такую же морилку и какие результаты получились у вас? Может быть, они получились совсем другие, чем у меня? Обязательно отпишитесь в комментариях, будет очень интересно почитать. Желаю вам вдохновения, легкого плетения и удачных экспериментов. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я все читаю и на все отвечаю. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Увидимся с вами скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!